Перед нами ноутбук Toshiba Satellite L311E. Ноутбук очень старый, ему 13 лет, но он даст фору многим новым офисным компьютерам и ноутбукам. Данный ноутбук содержит в себе процессор одноядерный Intel Celeron 550 со встроенным видеоядром и тактовой частотой 2 ГГц, а также 1 ГБ оперативной памяти типа DDR2. Наша цель – обслужить данный ноутбук, то есть почистить его и переустановить операционную систему на более современную. По состоянию винтов видно, что ноутбук ни разу не разбирался, краска в полном порядке, не слизан ни один угол винта. Если вам интересно, как разбирается данный ноутбук, то я уже начал показывать процесс разборки. Просто необходимо открутить по всему периметру все винты под аккумулятором, а также винт крепления клавиатуры в центре. Ну а теперь можете посмотреть процесс разборки. Если что-то упустили, зафиксируйте момент паузы. После снятия клавиатуры нам необходимо обязательно отключить шлейфы, чтобы они не мешали снятию верхней крышки ноутбука. В данном случае это шлейф с динамиков и шлейф с тачпада. Ну а после отключения шлейфов необходимо открутить все винты под клавиатурой.
Следующим шагом подключаем все подходящие шлейфы от периферийных устройств к системной плате, чтобы мы могли впоследствии извлечь данную платку. После того, как мы убедились, что никакие шлейфы не мешают снятию системной платы, необходимо по периметру открутить все винты, крепящие данную плату. Цель снятия системной платы – это полная очистка от пыли самого компьютера, плюс чистка системы охлаждения и замена термопасты, так как она не менялась все 13 лет. Итак, с внутренней частью закончили. Если у вас возникают вопросы, как, к примеру, заменить термопасту или какие-то иные вопросы, у меня полно видео на канале, в том числе и о том, как заменить термопасту. Теперь собираем все в обратной последовательности, не забываем подключить все шлейфы обратно. Не советую вам закручивать винты, прежде чем вы не проверите работоспособность ноутбука после сборки, так как вы вполне можете забыть подключить какой-либо важный шлейф. Следующим шагом будет замена сейчас установленной операционной системы на более современную новую, так как Windows XP уже не обслуживается и многие программы современные на ней будут работать некорректно. Но для начала нам нужно убедиться, какие операционные системы возможно установить на данный ноутбук, то есть какие драйвера существуют. Убедившись в том, что для Windows 7 есть драйвера на данный ноутбук на официальном сайте, мы можем приступать к дальнейшим действиям. Ну а теперь можно записать
операционную систему Windows 7 64 бита разрядности. И не спрашивайте у меня, почему я решил именно так, ведь там всего 1 гигабайт оперативки. Ничего в этом страшного нет, все будет работать нормально, проверено. Для офисной работы данный ноутбук сойдет вполне. После успешной установки операционной системы нам необходимо установить все драйвера и необходимые программы. Что мы сейчас и сделаем. На этом наша работа завершена, ноутбук обслужен, установлена новая операционная система, а также она готова к работе. Все драйвера и необходимые программы установлены. Ноутбук будет еще работать и работать.